Добрый вечер, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики. Я вернулся к вам с новым переводом. Марулина, она является, насколько я знаю, учителем по вокалу. Ну, как минимум, она очень хорошо разбирается в вокале. И, ребята, как и всегда, не забываем, Сбербанк, моя виза-карта и золотая корона. Если у вас есть возможность поддержать меня, пожалуйста, так и сделайте. А если нет у вас возможности поддержать меня, то просто наслаждайтесь этим переводом. Давайте начнем. SOS Димаша, версия 2021 года. Привет, мои дорогие, как вы? Добро пожаловать на очередное воскресенье с Димашем. Я особенно счастлива, потому что сейчас я буду слушать SOS, одно из моих любимых исполнений Димаша. Кажется, он исполнил песню во время одного из своих онлайн-шоу, по-моему, в январе. И мне очень интересно послушать ее сейчас и узнать, как он исполняет эту песню именно на данном этапе своей жизни. Посмотрим, осталось ли все таким, каким мы это знаем, или что-то изменилось, и так далее, и так далее, и так далее. Так что давайте прямо сейчас посмотрим и послушаем эту новую версию. Хорошо, мне кажется, это очень похоже на те его версии, которые я слышал раньше. Он снова использовал эту очень воздушную подачу, но в один момент добавил очень выраженное вибрато. Сейчас мы вернемся и послушаем, потому что это показалось мне невероятно интересным. Очень выраженное вибрато. Вот здесь вибрато отчетливое, но одновременно очень деликатное, и это вибрато сохраняется даже в этой воздушной манере звучания. Иногда очень трудно сохранять вибрато в голосе с большим количеством воздуха. Я замечаю, что сейчас он гораздо смелее играет с тихой динамикой и воздушным голосом. Возможно, раньше он тоже так делал, но мне кажется, что теперь он контролирует это еще лучше и позволяет себе использовать это чаще. Видно, что ему нравится петь очень тихо, особенно когда мы знаем, что потом песня буквально взорвется, потому что мы знаем, что она обязательно взорвется. Поэтому очень хорошо, что он может так начинать. Как я всегда говорю, не нужно сразу же выкладываться на полную. Пусть все начинается постепенно, почти как своего рода вокальное крещендо. До первой октавы. Мне очень нравится, как красиво он проходит через все эти октавы. И возвращаясь к тому, что я говорила раньше, сначала он поет очень тихо, а затем внезапно выдает эту низкую ноту. Она уже звучит не воздушно, а более собранно, если можно так выразиться. Голос становится плотным, мощным, и затем он совершает весь этот переход. Мне это безумно нравится, это меня уничтожает. В хорошем смысле слова, уничтожает. Настолько это прекрасно и трогательно. А теперь мы снова опускаемся вниз. Он очень много играет с динамикой. Вы слышите, как он постоянно переходит от более воздушного звучания к более мощному, затем снова к более тихому. И он достигает фа диеза 5-й октавы, невероятно высокой ноты.
Посмотрите, насколько он сосредоточен. Он превосходный певец, но при этом очень тщательно обдумывает все, что делает, и это хорошо. Он полностью сконцентрирован на своем исполнении. Мне кажется, даже это положение руки, особенно когда он переходит к тихой динамике, помогает ему словно почувствовать и прикоснуться к тому, что он поет, символически сделать звук осязаемым. Мы ведь и не можем увидеть то, что поем, поэтому иногда нам очень нужны физические ориентиры. Он держит руку так, будто измеряет ею звук, когда уменьшает громкость. Мне очень нравится, насколько он сосредоточен, но при этом он не перестает интерпретировать песню. Да, он концентрируется на технике, однако не забывает об эмоциональном исполнении. И это очень важно. Это был фа диез 5 октавы, исполненный полностью головным голосом. Это самый настоящий головной голос. Голосовые складки очень хорошо растянуты, вибрато мощное и отчетливое. Какая красота! Здесь происходит смена вокального режима. Когда он исполнял фа диез 5 октавы и удерживал эту высокую ноту, он находился скорее в оперном режиме, с прикрытым звуком и опущенной гортанью. А когда он произносит... Я не знаю, что именно там он говорит, простите, но когда он поет эту фразу и опускается практически на октаву, он сразу же меняет вокальный режим. Да, он переходит к звучанию, которое гораздо ближе к обычной речи. Он переходит к грудному голосу, и голосовые складки становятся немного толще. В этой версии Димаш определенно лучше контролирует все, что делает с динамикой. Мне кажется, что теперь он работает с ней более аккуратно и точно. Что особенно интересно, эта нота тоже фа диез 5 октавы. А здесь звучание уже совершенно другое. Гортань опущена не так сильно. Возможно, он добавляет немного больше тванга, то есть назального звука. Поэтому голос, возможно, звучит немного резче и приобретает более современное звучание. Это почти близко к белтингу, но это не белтинг. Мне кажется, это скорее микс, потому что настоящий белтинг звучал бы намного мощнее. А это очень высокая нота для исполнения белтингом. Но да, это мощный, очень современно звучащий микс. Мне очень нравится. Я сделала такое выражение лица, потому что знала, что сейчас будет низкая часть. Я подумала, приготовься, сейчас что-то будет. Мне кажется, он исполнил ее с небольшим вокальным фраем. Очень низкая нота. Да, она очень-очень низкая. Мне кажется, он сделал там что-то немного иначе, как будто немного дольше удерживал ноту, правда? Небольшое такое изменение. Он определенно использует руки, чтобы измерять свою более легкую динамику, вибрато или что бы там ни происходило у него в голове. По крайней мере, именно это я замечаю со стороны. Но кто знает, действительно ли он чувствует, что это ему помогает. Однако вот я думаю, что да, помогает. Я очень часто это замечаю, особенно когда он переходит к тихой динамике. А когда он переходит к мощной динамике, он уже в большей степени использует все тело, чтобы закрепиться и получить опору. Но когда он переходит к более легким участкам, он в большей степени использует голову, шею и руку, которые служат ему ориентиром и помогают каким-то образом прикоснуться к тому, что он поет.
Об этой части можно сказать очень многое, но посмотрите, как все закончилось. Затем внимательно посмотрите сюда. Возможно, на миниатюре вы этого не заметили. Но у него там эти огненные крылья. Просто вау! ¿Eso es nuevo? Он настолько сильно уменьшает динамику, что последняя нота, которая, как мне кажется, является ми шестой октавы, то есть ми третьей октавы, словно исчезает, но она продолжает звучать. Просто он настолько сильно уменьшил динамику, что в какой-то момент кажется, будто звук теряется, а затем он немного увеличивает динамику, и звук снова появляется. Как он полностью переходит от своих очень легких высоких нот, этих высоких нот, находящихся очень-очень высоко, наверху, на самой вершине, а затем внезапно переходит к этому разговорному голосу, словно рассказывает тебе что-то печальное. Я клянусь вам, я не хочу постоянно останавливать видео, но в последнее время авторские права на песни Димаша действуют очень строго, по крайней мере в отношении меня. Нет, не только в отношении ее, в отношении меня, переводчика тоже. Но как же он меняет звучание? Мне очень нравится то, что эти высокие ноты, как мне кажется, стали звучать лучше. Иногда мы говорим только о том, насколько улучшились его низкие ноты, но по правде говоря, его верхний регистр тоже очень сильно улучшился. Потрясающе! Хотя в целом эта версия довольно похожа на ту, которую я уже знала. Он добавил несколько разных моментов и кое-что немного изменил. Но в общих чертах это то же самое исполнение, только с еще более совершенной техникой. Потому что с каждой секундой Димаш продолжает улучшать свою технику. Мне очень понравилась эта версия SOS тоже. И SOS это одна из моих любимых песен. Когда я ее слушаю, она разрывает мне душу, и мне это нравится. На этом перевод заканчивается. Ребята, всем огромное спасибо за просмотр. Люблю вас всех и всем пока.